Вот, ребята, это папочка. Он, конечно, не совсем в форме. Если Иванов узнает, что я его показывал таким, мне кирдык башка будет, но все-таки решил показать. Зая, Лизочке привет передай, пожалуйста. Ну что ты такую морду хмурую делаешь? Ну, настоящие герои, они себя не афишируют. Да, Заюня? Ну скажи Лизе привет и все, и побежишь. Скажи. Ну даже ты прячешься, ну ты же взрослый мужик, ну скажи привет. Ой, ты настырный, морда твоя. Ну все, беги. Лизе-то хоть привет передай. Зато доча гораздо лояльнее ко всему это относится. Вот, сразу же на крик пришла, что тут никак, что случилось, почему без меня? Да, Софочка? Они спали, все лежали, и вот я растревожил сонное царство. Только успокоились, просто после того, как маму на скорую увезли, Лариска поехала, и я вот тут растребушил маленько. Ну все, подружка, давай, устроилась. Побежишь? Ну все, слазь. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Ну, мама, 35-го года рождения, прихватила, и все-таки пришлось скорую вызывать. Сбился маленько график, но это ничего страшного, в конце концов, то, что должен, я сегодня успею. Ну, может быть, не успею сегодня все выложить, но тем не менее, все будет нормально. Лариска с ней поехала, звонил, только что анализы сдали, сейчас будут там смотреть, что там да как. Итак, бритье, к нашим баранам. Вопросов сегодня немного, стреляемся быстро и пойдем бриться. Но зато есть интересные вопросы. Первый из них это Александр Гладченко задал. А вот такой вопрос. Так называемые тревел бритвы имеют смысл или это уже выеживание? Саш, и да, и нет. Все зависит, как ты к этому относишься. Есть ли какие-то кардинальные отличия от тревел вариантов от обычных? В некоторых случаях да, а в некоторых случаях нет. Что я имею в виду? По ссылке под видео вы сможете пройти на опасную бритву РФ и посмотреть все наборы, но в тревел вариантах бывают как маленькие босипуськи, вообще ничего не весящие, станки там буквально там сколько, 12 грамм там, или 20 грамм металлические, так и обыкновенные нормальные, но в специальных кейсах для путешествий. Все, наверное, будет зависеть от того, чего ты хочешь от этого набора и как ты к этому вопросу подходишь. Вот посмотрите короткую врезку. Станки для путешествий. Тут я даже не знаю, как правильно провести классификацию, потому что есть специально сделанные для этого станки, несомненно. Они, на мой взгляд, обладают несколькими важными факторами. Первое – это родной чехол для перевозки, футляр, кейс, назовите как хотите. Во-вторых, небольшие размеры, но это будет не совсем точно, потому что и Т-образные станки обычных размеров точно так же предлагаются компаниями для перевозки в варианте travel, то есть они идут уже со специальными чехлами именно под этот станок, и вы точно так же можете их взять в дорогу. Наверное, все-таки это принадлежность родного чехла. Но если это так, тогда вы можете обыкновенный станок, который у вас есть, обычных размеров, просто найти для него чехол и перевозить с собой, и вопрос будет решен. Но все-таки существуют станки, которые изначально делались именно для перевозки, для путешествий. То есть вы едете куда-то и берете их с собой. У меня таких 5 штучек набралось. Первое – это фазан, который нам любезно подарил Константин с канала Rather Sharp. Ссылочку на этот канал увидите в описании под видео. Это станок 30-40-х годов прошлого столетия. Помимо родного чехла, которым он обладает, чехол полностью кожаный, внутри вы еще видите, что можно поставить парочку кейсов с лезвиями. Ну и, конечно же, сам станок. Это для путешествий ярко выраженный фазанчик. Наши тоже в этом направлении как-то работали. И есть вот такие вот варианты исполнения станков,
которые вы тоже могли бы взять в дорогу, но здесь есть определенные ограничения. Крышка не очень хорошо держится, но тем не менее с определенными нюансами его точно так же можно назвать, как и Sport 14. Потому что Sport 14, вот бумажка потерялась, ребят, напомните, как называется, я вот уже вылетел. И кто сейчас скажет, да, Иванов Д запихает, да, ребят, вот это вот еще одно такое видео, вылетело из башки. Спорт, серия Спорт, он может быть как металлический, так и пластиковый, так и пластиково-металлический, то есть он всякий может быть, но, как правило, он все равно идет вот в таком кейсе, который, конечно, вы можете взять с собой в дорогу, но зато, когда вы его соберете, он принимает размеры обыкновенного нормального станка. Вот видите, вот у меня вот, допустим, даже вот пластиково-бакелитовая версия, то есть он весь пластиковый, а верхушечка, видите, из бакелита, то он принимает размеры обыкновенного обычного станка, которым легко можно побриться. Причем серия Sport, ну, у нее много фанатов. Один из них, это и я в том числе, мне нравится этот станок, он прям заходит. Кроме этого, много компаний еще подвязалось на этой ниве, в том числе и немцы. Один из них это Merkur. Merkur вот с таким со своим изделием, это футляр, пластиковый футляр для транспортировки. Сам станочек бакелитовый. Посмотрите, как он красиво, хорошо сделан. То есть напевы меркуровские вот эти вот все, они ярко выражены. Плюс внутри есть место для того, чтобы покласть ваши дополнительные лезвия прямо в пластиковом чехле. Ну и, конечно, просто бумажки вы здесь можете лезвия накидать также. И, судя по всему, еще тут вторую пачку можно, да, вторую пачку еще можно воткнуть. То есть достаточно такой серьезный набор для путешествий. Это можно даже не на одну неделю уезжать. Самый маленький, не только по своим размерам, но и в разобранном виде и по весу, это, наверное, самый маленький станок на сегодняшний день от компании Merkur. Она выпускает два варианта таких станков. Вот видите, я его высыпал из чехла. Чехол, к сожалению, дермантиновый. Но что имеем, то имеем. И после этого вы можете его собрать. Две составных части скручиваете между собой. У вас получается ручка. После этого накручиваете на голову, и у вас получается обыкновенный трехсоставной станок. Но в данном случае это четырехсоставной, из-за того, что ручка еще разбирается. Здесь могут быть варианты. Если вариант с открытой головой, как вот у меня сейчас, то это будет вариант 985 CL. А если точно такой же станочек вы возьмете с закрытой головой, то это будет уже 933 CL Close. Эти станки любезно предоставила нам опасная бритва РФ. Ссылку я тоже в описании под видео оставлю. Кому интересно, зайдете, посмотрите. Вот этот станок мне нравится тем, что он не только маленький, но он все-таки еще и металлический. И когда ты начинаешь им бриться, все-таки какая-то дополнительная тяжесть в руках, она больше по кайфу, нежели ты берешь просто пластиковый. Хотя пластиковым ты, конечно, точно так же побреешься, но все-таки мы с вами мальчики взрослые, и какая-то тяжесть в руках, она лично для меня всегда приятна. Разбирается, моется, упаковывается, точно так же все легко и просто. Вначале убираем голову, потом берем, вставляем запасную часть в ручку и спокойно все прячем. Тырц. Все, ваши станки готовы для транспортировки. Здесь же этот пластиковый, пластиковые рапира и же с ними все пластиковые станки, которые есть, мне кажется, тоже можно сюда каким-то образом отнести, потому что он пластик и есть пластик. Во-первых, он стоит 3 копейки. Во-вторых, если вы его без лезвия взяли, бросили куда-то, да что ему будет? То есть он вот поехал и бреешься, и вообще без проблем, и вообще нормально, и вообще хорошо. Ну, вот такое какое-то вот мнение о станках для путешествий, то есть travel Т-образные станки. Мое личное мнение, это вторая часть твоего вопроса. Эти наборы нужны тем, кто заморачивается на эту тему. Ну а те, кто не заморачивается, они вполне себе могут обходиться обыкновенными станками. В конце концов, чем тебе не travel? От Rockwell Brothers берешь спокойно вот такой чехольчик, или сам себе делаешь, или покупаешь, если ты хочешь фирменный, бросил в сумку, да куда угодно и поехал. Так что тут все, наверное, будет зависеть от того, как ты сам лично, персонально на этот вопрос смотришь. А каких-то таких, знаешь, специально выделанных ухищрений,
которые будут брить по-другому, и там как-то вот так вот все будет сделано, что их будет отличать от всего того, что ты уже знаешь. Но это только в Меркуре, разве что, который разборный на 4 части. Вот это в нем есть. Опять же, к голове никакого отношения не имеет, ручка разбирается, складывается, и он становится вот такой масипуська. А все остальное, да как у обычных. То есть, как ты на это смотришь? А вот еще один вопрос, который задает Михаил Гынин. Вот вопрос автору канала и посетителям данного канала. Может быть такое, что комплектное лезвие, идущее с оригиналом тест-станком, будет туповатое. Приобрел вчера, насмотревшись обзоров на лестных отзывов о Merkur Futur 701C. За свою бытность я нарывался на сетовые лезвия, которые идут в комплекте, не один раз, и каждый раз ничего хорошего я от них не видел. То есть один раз было исключение, и то не помню на каком станке, но общепринятое мнение, вот насколько я знаю, пацаны вот точно так же в комментариях пишут, что те лезвия, которые идут в наборе, в топку сразу выкидывай нафиг. Я понимаю, что в твоей округе не так уж и много магазинов, где ты можешь пойти и взять лезвие. Но с другой стороны, раз уж ты смотришь YouTube и написал это сообщение, интернет-то у тебя есть, станок же ты заказал, наверное, будет разумным способом точно так же заказать и лезвие. Но в твоей ситуации, раз уж ты только начинаешь, я бы, пожалуй, сделал бы одну вещь. Помимо обыкновенных лезвий, вот знаешь, вот так вот, это лезвие, то лезвие, 5-е, 10-е по определенной цене, на eBay я частенько нарывался на сеты. То есть там продают, допустим, 5-10 штук пачек лезвий, отдельных лезвий, не пачками, а именно лезвиями, но разных марок. Загугли Razor Blade Set Test Pack. И тебе на eBay где только не выскочит, там в этом, на мой взгляд, очень большое преимущество. Ты по одному лезвию уже сможешь составить представление, какое именно тебе больше интересно и какие именно тебе больше заходят. И тебе не нужно будет брать пачками. Очень много таких. Я думаю, что ты загуглишь, потратишь там 5-10 минут своего личного времени и найдешь ответ на этот вопрос. Есть такие, есть. Помимо того, что на eBay, да я больше тебе даже и не скажу, где такое можно взять. Ну, есть один товарищ, я нарывался, он в одной коробочке там продавал разные лезвия, но не хочу о нем вообще говорить. Хорошего сказать ничего не могу, а плохое не хочется. Поэтому вот мой совет: просто на eBay загугли, и там все тебе будет. Следующий вопрос от Паука. Тут 30 тысяч. Ник такой интересный. Поначалу стандартный расхожий вопрос, которым постоянно забивают и на который я вынужден постоянно отвечать, а потом старожилы темы, типа как вот мистер Атникс заходит и говорит: блин, что за баян, что одно и то же, что, есть что-то другое? Я там ответил, но тем не менее человек задал конкретный вопрос. Суть вопроса. Мистер Паук, что там мистер, чур меня, чур. Паук спрашивает 30 тысяч. Вот у меня есть Rockwell 6S. Стоит ли думать о других станках? Я ему кинул ссылку на Timeless. Потому что сам о таком мечтаю и сам такой хочу. И знаю, что рано или поздно он у меня появится. Потому что я его очень-очень хочу. Я его люблю, можно сказать. Я его обожаю. Я вот засыпаю, думаю про него, просыпаюсь, думаю, под подушкой проверяю, может уже появился, нет. Шучу, не проверяю, но надеюсь. Ну, он посмотрел, говорит: блин, да, станок нормальный, но как-то он стоит негуманно. Согласен. Там более-менее в нормальной комплектации, там что-то по 240 бачей, то есть как бы бакинских этих зеленых комиссаров немало. Но он говорит: а есть что-то такое из приличного, на что еще можно обратить после Роквелла? Понимаешь, Паук, тут ты забываешь, что ты есть ты. Я это уже задолбался объяснять, но, судя по всему, это, наверное, планида у меня такая, всем все это объяснять. Вот ты личный, ты персональный, такой, как ты, больше людей нет. Ты вселенная. Так, как ты смотришь на мир, больше нет таких людей. Так, как ты его воспринимаешь, так, как ты чувствуешь.
Вот если говорить, допустим, о твоем внутреннем я, вот это я тебе сейчас только что сказал. Если, допустим, взять твою кожу и твою щетину, ну тут да, тут маленько полегче. Таких, как ты, уже не ты один, а может быть там десятки, сотни, тысячи. Ну как ты об этом узнаешь? Ну ты же не будешь свою шкурку с чьей-то там еще сравнивать, свою щетину с чьей-то еще. И к факторам твоей шкурки, щетины обязательно наложится твое внутреннее я. Потому что вот если, допустим, с такой же шкуркой, такой же щетиной человеку нравится станок с ручкой, допустим, длиной 12 сантиметров, диаметром 14 миллиметров и весом под 120 грамм, но он балдеет, фанатеет от этого, а тебе это ну никак, ну не по кайфу. Ну вот как вам состыковаться? И ты у меня спрашиваешь, посоветуйте. Я не знаю, что тебе сказать. Вот просто реально не знаю. Ты там задал конкретный вопрос во второй половине своего вопроса по поводу прогресса футур. Если первая часть моего ответа касалась того, что не знаю, потому что я такой же, как и ты. То есть вот ты другой и я другой. Если я тебе что-то посоветую, то посоветую со своей точки зрения. Но насколько тебе это подойдет? Хз. И твой вопрос теряет смысл, и мой ответ тоже. А мы на это уже время потратили. Если же взять этот вопрос глобально, то что стоит обратить внимание? Ну тут уже легче. Тут уже легче. Я тебе просто могу назвать расхожие модели, на которые действительно стоит обратить внимание. А уж зайдут они тебе или не зайдут, это уже ты, брат, будешь решать сам. Во-первых, парочку из них ты уже назвал. Это прогресс и футур. Очень интересные, очень годные, очень классные инструменты. Между собой они будут отличаться, пожалуй, знаешь, что чем? Так. Это, во-первых, внешним видом. Футур, он такой, знаешь, оправдывает свое название, он такой более футуристичный и такой, знаешь, весь из себя какой-то космический, такой весь летящий. Но всю эту космическость, летящесть можно, да, в некоторых местах подрихтовать, то есть одеть что-то такое, чтобы он меньше скользил. Но тем не менее в настройках тоже будет отличие. Футур на одну позицию более агрессивный, чем Меркур. Вот, скажем так, первая позиция здесь и первая позиция здесь — это две разных позиции. На первой позиции футур будет на одну позицию более агрессивный, чем Меркур. Он так изначально идет, он такой есть. Я его сам так воспринимаю, когда сказал об этом вслух, пацаны подтвердили, говорят, да, у меня то же самое, у меня нормально. То есть тут получается я в своих суждениях более-менее вот общее мнение выражаю. Во всем остальном это станки совершенно разные. Я обожаю прогресс. Есть у меня товарищ, он обожает футур. Он его только попробовал, сказал, да идите вы в дивизию со своим прогрессом, вот футур мое все. Его трудно за это осуждать, потому что вот человеку так упало. Да, несомненно, стоит. Можно. Что они тебе дадут? Они тебе дадут вольготность. Бритье будет уже совершенно не таким, как на прогрессе, как на Роквелле. Там появится потребность в технике, там появится информативность более ярко выраженная. Ну и плюс, конечно же, гибкость настроек. То есть от нулевой и туда и пошел, ставь, что хочешь. Если не забегать вперед, а поговорить вот в этой же нише, то Ethnix 8 совершенно правильно один раз сказал, что, ребята, а что вы все про Меркур 23C, например, ничего не говорите? А что вы не говорите про Меркур 34 HD? Очень даже хорошие станки. Но я ему там сказал, да, станки-то хорошие, для меня он мягкий. Но вот видишь, вот есть же люди, которым он заходит. Поэтому вот с этой колокольни я тебе могу посоветовать еще посмотреть на Меркур 34 HD. Опять же, какая у тебя кожа, какая у тебя щетина. Лично для меня этот станок чересчур мягкий. И даже агрессивные лезвия не исправляют ситуацию. И мне приходится по одному и тому же месту скоблить несколько раз, а потом да пошел ты в жопу. И все, и вот так пойдет, и так уже ухожу. То есть он мягкий для меня. Какой будет для тебя, я не знаю. Тут же можно поговорить о Меркурий 37 Си слант. Очень хороший, очень бархатное бритье. Но с моей точки зрения, слантов это самый слант, потому что он самый мягкий, самый доступный. Ну и старичок, наверное, сторожил. То есть сколько его уже компания выпускает? Да под 40 лет. То есть вот интересное такое хорошее путное издание, и в принципе на него тоже можно посмотреть. Будешь смотреть на 39-й, ничем не отличается от 37-го, разве что длина ручки, и все, больше отличий нет. Ну и
Вишенка на торт — это, наверное, Меркур 95-й, нержавый станок. Судя по тому, что ты взял Роквелл, тебя все-таки в нержавую сторону тянет. Из таких более-менее недорогих можно еще на него посмотреть. К сожалению, сейчас я тебе его показать не могу, потому что я его отправил хорошему человеку на попробовать, он его еще пробует. Но интересная штука, интересная. Ну и выглядит так достаточно попезно. И самое-самое, на мой взгляд, вот такое, знаешь, чтобы вот уже просто поставить точку, это Мюле R41 41 голова. Самый агрессивный станок. Как Дмитрий Дорохин, один из сопредводителей 41-й бригады, сказал, ну, говорит, опасность и агрессивность станка сильно преувеличена, говорит, у меня все нормально, все хорошо. Согласен. Косвенно подтверждает его выражение и то, что я знаю даже о новичках, которые начинали с этой головы и вполне себе сносно начинали. Но это задокументированный факт. Видео это вы сможете найти даже на ютубе. Не знаю, где-то там на канале болтается. Не на канале, а в ютубе болтается. Человек собрал там десятки тысяч просмотров. У него же получилось. Значит, может еще у кого-то получится. Почему нет? Что тебе может дать 41-я голова? Несмотря на то, что да, с ним совладать-то можно, конечно, но все-таки технику он здесь просит по полной. Это не тот мягкий препод, который после бодуна сидит за столом и думает, как бы эти вот детвору сейчас побыстрее сплавить и пойти там обохмелиться. Нет. Он тебе там чуть что линейкой по столу стоять, бояться, равняй с миром. Ну-ка все сюда. Учил? Не учил? Отвечай. То есть он просит по полной. Если ты будешь шалить, он шалить начнет. А если ты не будешь шалить, если ты будешь делать все правильно, давить в первую очередь не будешь и будешь выдерживать нормальный угол, торопиться не будешь, и хорошо знаешь карту своих волос и будешь везде проводить так, как должно проводить, то есть, знаешь, без фанатизма, он может подарить охерительно чистое бритье. Просто обалдеть какое бритье. Не такое, как опаской, но где-то уже, знаешь, рядышком, где-то уже близко. Это за меньшее число проходов, само собой. Вот за меньшее число проходов все об этом говорят, и я в том числе, но я не стал бы ставить это во главу бритья, потому что хай с ним. Я, как всеми, могу этим станком провести, но зато какое он бритье дает. Это просто, знаешь, ну это да. Это нужно попробовать. Это обалденная штука. Ну вот, паук. Если так вот по-серьезному... кстати, забыл. Золотая середина, Мюле R89. В данном случае это Мюле золотая ручка. Если ты такой станок возьмешь, то ты возьмешь классику, Эдвин Джаггер, китайская версия, там это все вот примерно вот в одной и той же серии. То это шлягер, который уже не меркнет, который десятилетия средней агрессивности станок. Насколько он тебе будет заходить, я не знаю. Потому что вот со своей колокольни, например, на сегодняшний день я его считаю золотой серединой, я к нему как таковой отношусь, но лично для меня это не самый лучший станок. Мне бы чего-нибудь еще маленечко поагрессивнее. Ну и даже не поагрессивнее, а менее позубастее, что ли, что-то вот такое. Ну то есть, понимаешь, вот у меня с ним как в жизни. То у меня любовь, не разлей вода, то я хлопаю дверью, да иди ты в жопу, надоел ты мне. Что-то вот такое. А потом опять возвращать, ну ладно, все, я был неправ, давай мириться, там все. Так, ну что там, раз что-нибудь ставлю, какое-нибудь лезвие, и у нас опять любовь, морковь. То есть вот как-то вот так. Есть другие станки, которые я беззаветно и преданно люблю, и они мне всегда нравятся. А вот с этим вот так. Поэтому вот Мюле R89 я бы вот из этой цепочки не исключал. То есть в эту сторону тоже нужно посмотреть. В какую же ты реально посмотришь. Но это все зависит от твоих внутренних котелок и от твоего кошелька, от толщины его. Так что вот как-то так. Мистер Дримус попал на белый налет и интересуется по Москве. Интересуется, а как же его можно убрать? Дримус, я тебе сейчас скажу одну штуку, которую меня пацаны на канале научили. Не те, которые говорят, там Дезу лепят. Нет, шутка, не репентись. А те, которые реально просто подходят и делятся опытом. Я с ними, они со мной. Вот так вот тут и тусим. Так вот, я уже, к сожалению, забыл. Не могу сейчас вот назвать, вылетело из башки, кто это сказал, но тем не менее наши пацаны сказали. Я один раз что-то перед камерой загундусил. Что-то тут, смотри, промываю, тут какие-то сопли. Что-то с синтетикой, наверное, не то.
Он выходит, говорит, не, Вадим, это, говорит, не синтетика, это с тобой не то. И объясняет. Короче, каждый раз, когда я раньше пользовался помазком, я брал, ставил под кран и в ладошки его так вот промывал. Потом лужица вот это вот налита, и я в этой лужице, вот уже чистая, уже помытая раковина, какой-то объем жидкости, я в этой жидкости, вот, в смысле в воде промывал, потом встряхивал и вытирал. Не всегда, но время от времени. Я замечал следующее, когда вытираю полотенце, смотрю, у меня здесь вот сосульки посередине. И вот это-то я и списал на не так себе синтетику. А парень-то меня и поправил, говорит, Вадим, а ты попробуй еще раз, делай то же самое, что ты делал перед этим. Потому что это ты, говорит, промыл плохо. Чего ты там какую-то шнягу оставил? Я пошел проверять. Раз, бум, сосульки. Ладно, хорошо. Я опять под кран, опять в воде, опять пум-пум, стряхнул, опять ополотенце. Парни, он у меня вот так вот как раз цветет. Нате, здрасте, тетя, я ваша. То есть он реально красивый стал, реально хороший. И вот тогда я понял, что я хреново промывал помазок. Это я все к тому рассказываю, что вероятнее всего, раз у тебя белый налет стал появляться, то это та же самая фигня, которая у нас бывает на станках белого цвета, что ты плохо промываешь, и она на металле осаждается. Точно так же с помазком. Ты его плохо промываешь, и она осаждается. Как убрать эту фигню? Ну, я до такого не доводил ни разу, но, честно сказать, я тут затрудняюсь, я бы, наверное, даже не сказал. Возможно, кто-то вот из парней выйдет и скажет, что вот да, у меня такое было, или да, я такое видел, я знаю, я вот убирал так-то, так-то. Ребят, вот на ваш совет я вот, честно сказать, вот рассчитываю. Потому что вот случись у меня такая фигня, ну, я бы пошел по накатанной. То есть я бы его мочил, в мыле, там что-то там тарам-тарам, промывал бы, потом бы в перекись полез бы, в перекиси бы подержал полчаса, потом опять бы промыл, и опять вот так бы вот и катал, и катал, и катал бы. Возможно, есть какие-то другие действенные способы, чтобы убрать белый налет с помазка. Если они есть, будь ласка, поделитесь, это пригодится не только мне, но и вот людям, у которых есть такие вопросы. Так что запрошаемо, будь ласка, дайте ценную информацию. Все. Это был последний вопрос. После этого вот уже тут наша малышка, еще когда совсем маленькая, Софочка, чуть Фенечка не сказала. Софочка, не будь она помянута, вы слышали грохот? Что-то там свои порядки наводит. Ребята, все, это был крайний вопрос на сегодня. Давайте закругляться. Вам добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и пошли бриться. Бритье, бритье, бритье. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.